Этой невероятной историей поделился на Reddit русский иммигрант из США. Описанные им события так тронули читателей, что текст моментально разлетелся по интернету и стал вирусным. Обязательно читайте до конца. Одним прекрасным утром я спустился в гостиную и застал свою 17-летнюю дочь на диване в объятиях молодого парня. Судя по всему, они отсыпались после ночи тяжелого труда. Я очень тихо приготовил завтрак, снова поднялся на второй этаж и сказал жене, сыну и второй, младшей, дочери, чтобы они вели себя очень тихо, потому что некоторые в доме еще спят. Наш обеденный стол стоит в другом конце комнаты, где-то в 7 метрах от дивана, но прямо напротив него. Когда мы все уселись за стол, я закричал: «Молодой человек!» Никогда в жизни я еще не видел, чтобы кто-то проснулся и принял вертикальное положение настолько быстро. «Завтрак готов», — заявил я таким тоном, как будто только и мечтаю высосать всю душу из его тела через левое ухо. Я выдвинул стул рядом с собой. «Присаживайся». Остальные члены семьи хранили молчание, уткнувшись в свои тарелки. Никто из них не шевелился. Преодолеть эти 7 метров для голожопого подростка оказалось самой сложной задачей в его жизни. При этом он все пытался прикрыть свой внушительный стояк, зачем с восхищением наблюдали моя дочь и жена. Натянув одежду, которая валялась рядом с нами, он наконец сел за стол. Мой сын, 1,93 метра ростом, похлопал его по плечу, заглянул ему прямо в глаза, вздохнул и покачал головой. К тому моменту парень уже очень сильно нервничал. Его тревогу можно было буквально учуять в воздухе. Подключив свой образцовый русский акцент, я сказал: «Друг мой, я сейчас задам тебе вопрос. Твой ответ очень важен. Для тебя же». Парень уже практически обливался потом. «Ты любишь кошек?» Он оказался очень обаятельным и дружелюбным парнем. Очевидно, необразованным, но не тупым. Было в нем что-то странное. Дочь убедила меня, что он очень милый и заботливый парень. На тот момент она знала его только месяц. Начиная с того утра, он заходил к нам каждый день, но никогда не оставался на ночь. Каждое утро он заезжал за ней на велосипеде и отвозил в школу, а после занятий привозил домой и следил, чтобы она сделала домашнюю работу. Он ухаживал за ней, когда она болела, а мы были на работе. Он заботился о ней, вкладывал время и усилия. Он проявлял поистине ангельское терпение, когда она впадала в дурное расположение духа. Он сказал, что у него нет семьи, нет образования, нет постоянной работы. Она обожала его. Он обожал ее. Кто я такой, чтобы не давать ей учиться на собственных ошибках? Все это продолжалось около 8 месяцев, когда вдруг мой сын разузнал кое-что. Оказалось, парень моей дочери бездомный. Его отец, который был любителем дать волю кулакам, убил себя. Его мать, шлюха, сидящая на крэке, последовала его примеру 3 недели спустя. Они жили в съемном трейлере. Ему было 15, когда это случилось, и следующие 3 года он жил на улице. Ночевал в парках, приютах армии спасения, у друзей, дешевых мотелях. Выполнял разные строительные работы, и когда моя дочь его встретила по дороге в школу, он убирал дерьмо с улиц. Он красивый парень, и сами понимаете, 17-летняя девочка, бушующие гормоны. И вот он я. Я знаю вежливого 18-19-летнего парня, который приходит с улыбкой и уходит с улыбкой, которому не наплевать, который помогает даже тогда, когда его не просят, который делает мою дочь счастливой. Ребенок, у которого не было шанса побыть ребенком. Вечно отсутствующий маниакально-депрессивный психопат вместо отца и шлюха на крэке вместо матери. Иногда его подкармливали соседи, но чаще всего ему приходилось голодать. Иногда, когда он слишком занят на работе и не может прийти, нам его не хватает. Мой сын отлично с ним ладит, хотя они и не друзья. Моя младшая дочь доверяет ему всей душой, и материнские инстинкты моей жены, кажется, обострились. А иногда я переживаю за него. Я хочу, чтобы он был счастлив. Я рассказал жене и младшей дочери, что узнал о нем. Они плакали, а мне было тяжело рассказывать. Я очень разочаровался в старшей дочери. Она знала. Она могла рассказать нам. Она любит его и позволяет ему ночевать. Черт знает где, бессердечная. На следующий день я дал ему ключ от дома.
Сказал, что ожидаю видеть его дома каждую ночь. Дома. В ближайшие пару недель мы отремонтировали свободную комнату и поехали с ним выбирать мебель. Ему отлично удавалось делать все самостоятельно. Он хотел быть своим собственным начальником. Ему нравилось самому сооружать вещи. Мы проследили, чтобы он получил образование, которое позволило бы ему этим заниматься. Это было в 2000 году. Сейчас, 15 лет спустя, у моего нового сына и дочери свой цветущий бизнес. Они подарили нам 3 чудесных внуков. Близнецы, мальчик и девочка, родились в прошлом году. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.